Привет! Это Fifine Ampligame A8, лучший бюджетный микрофон 2023 года, но как он показывает себя спустя год, в нынешнем 2024 году. Разберемся, актуален ли он и стоит ли его покупать. А также сегодня мы рассмотрим бюджетную низкопрофильную стойку от Fifine BM88. Ну что же, не будем тянуть, мы начинаем. Для начала скажу, что весь звук в этом видео записан на этот микрофон без каких-либо обработок. Купил этот микрофон я больше года назад, и все это время пользовался им в качестве основного микрофона. За год использования я подметил много незаметных на первый взгляд деталей, о которых сегодня я вам расскажу. А теперь давайте перейдем к распаковке. Микрофон приходит вот в такой минималистичной коробке. В комплекте помимо документации идет сам микрофон, съемный поп-фильтр, переходник для крепления на пантограф и двухметровый USB Type-C кабель. В комплекте со стойкой также идет документация, металлическая голова с переходником для крепления разных микрофонов, основание со струбциной для крепления стойки на столе и сама стойка, но о ней позже. А пока разберем микрофон. Главное, что стоит помнить, это конденсаторный микрофон с кардиоидной диаграммой направленности, а это значит, что в неподготовленном помещении микрофон может улавливать небольшое эхо. Об этом стоит подумать. Но при этом, благодаря тому, что Fifine срезали частоты ниже 200 Гц, микрофон не улавливает шум улицы за окном или работу в вентиляторах компьютера. Несмотря на это, из-за хороших характеристик и встроенных настройках микрофона, он выдает отличное качество звука, не зажевывая ваш голос. Первым делом, как подключаешь микрофон, в глаза бросается его дизайн. Он просто прекрасен и впишется в любой сетап. Сверху находится сенсорная кнопка для мута микрофона. На задней части микрофона расположена кнопка для переключения подсветки и колесико регулировки уровня громкости микрофона. Снизу располагается донгл для подключения наушников и USB Type-C кабеля питания. Сам микрофон расположен на пауке, который гасит вибрации стола, а к пауку прикреплена съемная накладка, к которой крепится комплектный поп-фильтр. Лично я использую микрофон без нее и с выключенной подсветкой, ведь именно так микрофон максимально гармонично смотрится на моем столе. И несмотря на то, что я использую микрофон без поп-фильтра, никакие B и P все равно не проходят. Ведь внутри микрофона есть еще один поп-фильтр, который полностью справляется со своей задачей. Еще одним плюсом я считаю возможность мониторинга звука в реальном времени, благодаря хорошей встроенной аудиокарте. Из минусов, которые я обнаружил за год использования, у подсветки нет режима памяти, а это значит, что при каждой перезагрузке компьютера ее придется настраивать заново. Также иногда может не сработать кнопка мута, поэтому стоит всегда ее проверять, что в какие-то моменты напрягает, но в целом не критично. А вот что более критично для меня, это комплектный кабель. Он оказался маловат и не дотягивался до моего компьютера, поэтому мне пришлось заменить его на трехметровый кабель от Ugreen с вот такой Г-образной формой, что для этого микрофона, вкупе со стойкой, считаю очень хорошим решением. Ведь провод в таком случае не торчит и не портит внешний вид. Поэтому, если у вас, так же как и у меня, компьютер стоит далеко от микрофона, я рекомендую сразу об этом задуматься. На этом минусы заканчиваются. Перейдем к настройкам. Микрофон я использую примерно на 75% громкости на самом микрофоне и с 85% громкости в Windows. Как по мне, это оптимальное значение для записи, чтобы микрофон не улавливал никакие шумы и выдавал отличное качество звука. Ну а теперь переходим к низкопрофильной стойке от Fifine BM88. Сборка стойки максимально простая. Сначала на стол устанавливается основа и закручивается струбцина. После устанавливаем саму стойку, она просто вставляется, а к ней прикручиваем голову для крепления микрофона. Затем, в моем случае, мы снимаем переходник для крепления больших микрофонов и устанавливаем переходник для крепления нашего микрофона. И в него
устанавливаем сам микрофон. Готово. Стойка собрана. Кабель менеджмент стойки сделан максимально грамотно с помощью двух незаметных съемных панелей. К расположению стойки тоже нет никаких претензий, ведь помимо неограниченного вращения, стойку можно настроить по высоте, что позволяет установить ее под любым удобным углом. И за свои деньги, а по скидке ее можно найти в районе 3500, это одна из лучших низкопрофильных стоек, которые можно найти. И если вам нужна качественная низкопрофильная стойка, я могу однозначно ее порекомендовать. Что же касается микрофона, Fifine Ampligame A8 все еще является топовым микрофоном в своем бюджете. Он подойдет как начинающим стримерам или блогерам, так и обычным пользователям для общения в Дискорде и не только. Купив сейчас этот микрофон, вы точно не пожалеете. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравился этот видеоролик, то поставьте лайк. Мне будет очень приятно. А также не забудьте подписаться на канал и написать свой комментарий. Будет приятно услышать ваше мнение. Пока.